Всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Но сегодня не про обзоры, не про стримы, сегодня тест трех смартфонов, в первую очередь их основных камер. Почему я сейчас его делаю? Без всяких обрезок, без остановки, без буквок «ы», «п» или еще чего-то. Если будут какие-то громкие звуки, вы все равно их услышите. Потому что ограничения по съемке у двух из этих трех аппаратов идут на 8 минут. Плюс у них изначально запотевала линза. Чтобы она не запотевала, я расскажу вам, как это сделать. Для начала я расскажу вам, разумеется, об основном канале. Основной канал Польза.нет. Можете посмотреть его по ссылке в правом верхнем углу. На все три данные девайсы есть обзоры. Меня зовут Саня. На канале розыгрыш ежемесячно на основном 5 Mi Band 6 серии. Помимо этого еще много всяких приколюх в виде наушников, часов и подобного. Обзоры идут каждый день. На эти три аппарата, когда я делал обзоры, с двух из них у них запотевала основная камера, линза. Притом это происходило через 30 секунд, через 40 секунд. Для того, чтобы это исчезло, некоторые умельцы YouTube советовали класть аппараты на батареи. На батареи их класть нельзя. Или аккумулятором данных девайсов придет окончательный финал. Назовем это так. То есть вы испортите смартфоны. Чтобы их не испортить, что вы можете сделать? При том, что это при любом раскладе каким-то образом негативно на них повлияет. Вам необходимо скачать Antutu APK, установить себе и в стресс-тесте Antutu провести его без ограничения по времени и без ограничения по температуре. Со 100% до 5 он сам прогонит эти телефоны. Притом вы должны вынуть слот под сим-карты. Достаточно 2 раз. После 2 раз камера у вас будет вот в таком состоянии, как у меня. Только единственное, помните, если вы все это будете делать, к сожалению, вы никакие деньги не вернете с продавца. То есть вы, возможно, успеете записать до этого примеры видео, до этого, каким образом у вас запотевал основной модуль, но после того, как вы все это сделаете, никаких не будет. Если брать смартфоны, пошли, как устройство, в которое играть, они супер. Вот таким образом водители у нас не видят, что здесь есть пешеходные переходы. Мозг, к сожалению, у многих в области странно работает. К чему это все? К тому, что модули здесь все по 50 мегапикселей основные. Разумеется, у всех есть флеш, LED подсветка. И сказать, что телефоны супер после того, как запотевала основная линза, нет, я не скажу. Сказать, что это полноценный обзор, то, что я сейчас делаю, разумеется, нет. Они полностью нафаршированы, у них LPDDR5, у них UFS 3.1 внутренняя память, оперативка LPDDR5 ведет себя максимально адекватно. В Antutu они выбивают больше, чем GT2 от Realme, обзор на который вы можете посмотреть на основном канале. GT2 от Realme на 3 восьмерках. Здесь аппараты на Gen 1 8, последнем Qualcomm процессоре. И один из них X12 чуть-чуть на другом процессоре. Чтобы узнать об этом, вы посмотрите на обзор, окей? Посерединке у нас сейчас находится у вас и у меня 12 Pro, слева 12, справа 12X. Следующий момент. Что бы мне хотелось сказать по поводу звука. Звук только у 12 Pro 4 динамика, у остальных по 2 динамика. По внешнему виду X12 и 12 вы не отличите однозначно, потому что вообще вот просто Ctrl-C, Ctrl-V. Хотя начинка опять же чуть-чуть разная. Если брать возможности микрофонов, по мне съемка микрофона и все остальное в этих аппаратах практически идентично, только у 12X вы увидите, во всяком случае, по плашке, где там что. По мне, чуть-чуть другой баланс белого. Опять же, все будет зависеть от рендера того, как в Adobe поведет себя один или другой файл. Будет, разумеется, зависеть это все от рендера YouTube после того, как все это дело обработается и выгрузится. И сказать, что данные смартфоны идеальны для съемки, я, к сожалению, наверное, скажу. Почему? Потому что либо вы будете снимать на какой-нибудь iPhone от, наверное, 11 и выше, либо на пиксель
файлы которого великолепно почему-то читаются только на нем. То есть, как только ты начинаешь монтировать, у тебя получается какая-то печаль. Кстати, на Pixel 6 Pro обзор из Доминиканы, основной канал, разумеется, там есть обзоры в Петербурге, а на лайв-канале, который вы сейчас смотрите, обзор из Доминиканы вы сможете увидеть. Сколько у нас еще времени осталось? 3 минуты. Еще 3 минуты этим аппаратом жить. Почему жить? Потому что у двух из них есть ограничения по времени съемки. Максимум каждый из этих девайсов может нон-стопом снимать в течение 8 минут. Единственное, у прошки этого ограничения нет. Все это может снимать в 8К, как я помню. Возможно, я ошибаюсь насчет X12, я его еще полностью не промучил. То есть на данный момент обзор на него, возможно, уже будет к моменту выгрузки этого, но на канале его еще нет. Сейчас уже в разработке в основном GT2 от Realme. Вы сразу, кстати, напишите, как вам такой подход, потому что одно дело, когда я одним кадром снимаю по часу, допустим, на Huawei P50 Pro у меня был обзор на iPhone 13 Pro в ProRes качестве. Разумеется, это ProRes было 160 гигабайт в исходнике, потом это все превратилось в 3,2 гигабайта на YouTube, чтобы вы понимали, как сильно YouTube сжимает, это больше 50 раз. Но разговор не об этом и рассказ не об этом. Рассказ в первую очередь по поводу Xiaomi-шных смартов. Если возвращаться к нашим баранам и говорить про съемку, вне зависимости от того, что бы вы сейчас здесь видели, вы должны понимать, что здесь в принципе картинка некрасивая. А место потому что такое. Я здесь живу, если что. Так вот, у Xiaomi хорошая съемка. Даже в среднем бюджете началась по мне с Xiaomi 11i. Вы можете посмотреть, обзор на него был прошлым летом, в 2021 году. И там просто космическая разница относительно Nord 2. Почему я ярый фанат бренда, не бренда, корпорации BBK. Они делают все дешево, красиво, к ним принадлежит OnePlus. Помимо OnePlus им принадлежит Realme, IQOZ, Vivo. И все это волшебно снимает, но если брать за те же деньги аппараты Xiaomi, прошивка которых меня не особо радует, MIUI, по мне, они вот просто на нее забивают, так же, как на сборку, собственно, этих 3 аппаратов, которые изначально имели свойство запотевания основной линзы. Что, минута осталась? 30 секунд. Вот. Xiaomi выигрывает в этом смысле, то есть они снимают за те же деньги лучше. Не забудьте подписаться на канал, напишите, что вам еще интересного для обзора. Одним кадром все это снято и вот так с перерывами. Специально для того, чтобы вы увидели, никаких склеек, ничего нет. Я не хочу их как-то хвалить особо. Ждите падения цены. Всем добра. Польза NetLife. Смотрите, пишите, какие еще подобные штуки вам интересны. Никаких проблем не будет и в более красивом месте сделать. Ограничения по съемке, если вы все еще смотрите этот ролик, все-таки имеется в аппарате под названием X12X. То есть на 12 и 12 Pro все-таки ограничений на 8 минут нет. Опытным путем еще раз уточнили. Не только на прошке. И еще только что на морозе у меня сошла защитная пленка с 2 из 3 этих аппаратов. Сейчас я покажу вам, насколько это все печально выглядит. Вот. Вот такая печаль. Подписываемся на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.